Друзья, всем привет! Сегодня пообщаемся на тему того, как я потерял 1 миллион на криптовалюте. И в первую очередь хочу сказать, что у каждого, кто добился какого-то успеха в инвестициях, есть потери. Это нормально, и самое главное – это их проговорить, их проработать. Вот это самое важное, потому что люди уходят в большинстве случаев с бычьего цикла, после бычьего цикла, потеряв свои средства, больше никогда не возвращаются в рынок, по той причине, что не сделали выводы, не проанализировали. И чтобы такого с тобой не случилось, то я хочу поведать тебе свою историю, как это произошло у меня, чтобы тебе было понятно, что вдруг, если ты попадешь в такую ситуацию, то это нормально, если мы занимаемся каким-то другим делом и получаем, вообще банально, просто учимся ходить, и если мы упали и не поднимаемся, то, собственно, мы никогда не научимся ходить. И то же самое в инвестициях. Просто инвестиции, они сопряжены с рисками, в первую очередь с потерями финансов, потому что успехи на этом рынке – это приобретение, да, прибыль, иксы, неуспехи – наоборот. Также я заметил большую тенденцию, что истории успеха начинают множиться в период как раз-таки роста бычьего цикла. А мы сейчас находимся в преддверии бычьего цикла, который произойдет в ближайший год-два, 2024-2025, в какой-то из этих промежутков времени. И сейчас такие будут набирать популярность истории успеха. И мне очень важно вот из этого всего, той массы информации, которая будет в инфополе у людей, дать понять, что есть и другая сторона этого всего, и это тоже хорошо, это благодаря этому мы учимся, закаляемся. А то же самое, кстати, хочу сказать, в преддверии, даже не в преддверии, а в медвежьем цикле очень много историй, как люди потеряли средства, что тоже логично. И не так много, к сожалению. Хочу сказать, что с каждым циклом их становится больше, но я как-то задался целью, начал искать. Реально, нет такого, что прям сотни историй. Вот. Поэтому, друзья, давайте расскажу, как это произошло у меня. И, значит, рассказываю все как есть. И только благодаря тому, что это произошло в моей жизни, я могу поведать тебе свой опыт и рассказать, как оно в реальности работает, не по книжкам, хотя книжки это очень тоже важно, а в реальности, с чем я столкнулся, где я потерял десятки тысяч долларов, и в итоге, собственно, вот есть я сегодняшний, убери что-то из того, что было в моей жизни тогда, наверняка что-то поменяется, да я и не хотел бы ничего убирать, пусть оно будет как есть, я всему этому рад, потому что мы из этого извлекаем опыт. Ну что, поехали разбирать этот опыт. Значит, представь себе ситуацию, 2021 год, и я вижу вот такую картину. Биткоин рисует сначала вот так, хоп, биткоин рисует такую одну вершину, потом падение, а потом опять вершину чуть повыше, и идет в бычий цикл. И в бычьем цикле находится, ну и вот сейчас мы где-то вот находимся вот здесь. Примерно вот такая вот ситуация. Чтобы ты понимал, как это выглядит, на графике показываю, смотри, вот это где-то конец 2021 года, вот примерно где-то так, плюс-минус я был. И я зашел в этот период, и потом был медвежий цикл, вот он длился, собственно, все падение порядка 490 дней это происходило, это самый долгий медвежий цикл за все времена в криптовалюте. Рынок крипты, он достаточно молодой. А сейчас мы где-то в районе 51 тысяч долларов находимся. Вот, в общем, ты зафиксировал эту картинку, увидел, что я нарисовал, чтобы было понятно. Значит, я где-то начинаю присматриваться к этому всему, наверное, где-то вот здесь. Где-то здесь это, значит, 21, где-то в начале 2021 года я начинаю к этому всему присматриваться, и что я начинаю видеть? Скажем, вот тут я начал смотреть за этим всем. Я начал видеть, что все здесь зарабатывают, тут только зарабатывают. Тут падений нету, только рост. И понятное дело, что для того, чтобы быть на хайпе, блогерам необходимо следовать запросу зрителя. То есть, если ты хочешь двигать свое,
то просто имей в виду, что ты будешь сталкиваться с отсутствием просмотров, и ты свой канал сильно не раскачаешь. Ты должен, соответственно, удовлетворять потребности зрителя. Как я уже сказал, потребность зрителя на росте – это иксы, это заработки, вот это все. А на медвежьем цикле, соответственно, люди все теряют, и, соответственно, хотят видеть больше историй вот таких, и тогда они уже приветствуются, истории потерь, потому что на медвежьем цикле ты уже все потеряли, уже все расслабились, уже, знаешь, такое, на бычьем цикле это все, это больше похоже, ну, ты хомяк какой-то там и тому подобное. Раз ты потерял, тут же у всех растет, хотя на самом деле это не так. У большинства действительно растет. То есть терять на бычьем цикле достаточно сложно. То есть надо умудриться. Но, поверь, это без опыта, тут все создано для того, чтобы деньги потеряны были. В общем, я здесь смотрю, все растет, постоянно растет. Я тогда просто, чтобы было понятно, моя психология, она была настроена на нечто другое. И на предпринимательство. У меня были интернет-магазины, которые уже более 10 лет были у меня. То есть это не то, что я там буквально на годик в кроссовки какие-нибудь ударился и поторговал там дропшиппинг и так далее. Нет, это все серьезно, это прям более 10 лет я этим занимался, это было направление отопления водоснабжения, и то есть это были и офлайн торговые места, в конечном счете я перекочевал полностью в интернет-магазин, потому что это рентабельнее было, выгоднее. И у меня была психология, что я инвестирую в бизнес. Если я буду в бизнес инвестировать, то бизнес будет меня кормить и так далее, и так далее. Но по факту, спустя время я пришел к тому, что, бизнес бизнесом, но нужны накопления, нужны заработки. Их нужно куда-то направлять, потому что тогда у меня было мышление, если деньги мне пришли, я заработал, значит, нужно больше ссылок купить, в SEO вложить, в контекстную рекламу, там какой-то новый продукт разработать и так далее, и так далее. В общем, туда все направлялось. Потом, это уже сейчас, я понимаю, пришел к тому, что деньги нужно зарабатывать в каком-то бизнесе, в каком-то деле и как раз-таки отправлять в инвестиции, да, вот криптовалюта, фондовый рынок, там земля, недвижимость, золото, кэш и так далее, да. Тут и в каждом направлении еще мы диверсифицируем, да, значит, там в крипте это спотовая торговля, там IDO, там гемы, там альткоины и так далее. В общем, недвижимости это в одном районе квартира, тут однушка, тут двушка, тут в другом районе, земля в одной области, там в другой области и так далее, и так далее. То есть таким образом мы максимально диверсифицируем свои риски, мы не становимся адептами чего-то одного, потому что это грозит тем, что если это что-то одно потеряется, то мы все потеряем. Вот. Это я уже сейчас к этому пришел. Предыдущие какие-то ошибки я совершал, вот, собственно, об этом я и рассказываю, что совершал. Я мысленно вот тут, на этом этапе, начинаю уже... И так каждый делает. Я рассказываю, как я мыслил точно так же, как масса мыслит. Значит, на каждом этапе я думаю, сейчас там биткоин там 40, 30, 50... Если бы я положил там по 20, вот была бы у меня такая сумма. То есть начинаешь считать вот такие, знаешь, шкуру неубитого медведя, начинаешь делить и думаешь, вот это я лох, что я раньше в это не зашел. Начинаешь такой думать, да. А потом появляется какие-то средства, и, собственно, начинаешь в это все вкладывать. Я вошел вот здесь. То есть, как мне показалось, то я уже увидел рост, как рассказываю, да, покупай на падениях, продавай на росте. Но в большинстве случаев, как я часто говорю, покупают наоборот, когда растет, а продают, когда падает. Так вот, это так масса действует, так это работает. Так вот, я увидел вот этот рост, а потом я увидел вот это вот падение. И потом я вижу снова рост, и я уже наученный вот этим опытом, то, что я конкретно видел. И вот здесь я же уже понимаю, как это все работает. Я вот тут начинаю набирать себе позиции. Я беру просто, чтобы было понимание, какая у меня была логика.
обычная логика. Я покупаю то, что растет, а продаю это, когда оно падает. Понимаешь? То есть вот я зашел в Shiba Inu тогда, потому что Shiba Inu тогда дала какие-то колоссальные а, иксы, прям что там со $100 люди миллионерами становились. Ну, истории такие. И таких историй множится. И сейчас уже начинают множиться такие истории. А в период бычьего цикла таких историй, прям рынок дышит такими историями. В новостях об этом уже рассказывают. Это как раз-таки для того, чтобы завлечь массу, потому что массе это нужно. Люди хотят в это верить, люди хотят в лотерею верить и так далее. Случаются такие истории, но это из разряда типа выиграть в лотерею и тому подобное. Вот. Я покупаю Shiba Inu, я покупаю биткоин, и там какую-то, и йоту покупаю, XRP. В общем, даже не важно, что я покупаю. Смысл заключается в том, что на дистанции я все начинаю переливать так, что я теряю деньги. Тогда я зашел не на большие деньги, тогда я зашел просто, чтобы понять, как это работает, буквально там на сотни долларов какие-то я зашел для того, чтобы разобраться, потому что для меня тогда было сложно. Почему вот это я все время не заходил в рынок? Потому что я не знал, как купить криптовалюту тогда. То есть я понимал, что ее как-то покупать нужно. У меня первое было убеждение, что если заходить в инвестиции, нужно много денег. К счастью, это не так. И, к счастью, у меня много денег на тот момент не было свободных, потому что я бы все их потерял бы. Почему я говорю, что лучше заходить тогда, когда у тебя просто есть свободное время, вот ты меня смотришь, вот бери первый видос, смотри, иди второй, третий, четвертый, пятый, вот ты потихонечку там на 5-10 баксов покупаешь там биткоин, эфир, и ты уже в рынке, ты уже начинаешь разбираться, вариться. Это эквивалент того, что если бы ты заходил бы на 5-10 тысяч долларов, на самом деле, ты и то, если не разберешься, потеряешь, только в таком случае на тебя не будет прессинга того, что ты инвестировал туда те деньги, которые ты не в состоянии потерять. Вот. Я на вот этом падении начинаю покупать, собственно, и оно падает. То есть, смотри, тут ситуация была наоборот, тут все росло. Тут люди, просто чтобы ты понимал, что происходит в инфопространстве. В этот момент все зарабатывают. Люди уже перестают верить в то, что все падать может, потому что рост достаточно долгий. Вот смотри, сейчас давай посмотрим, какой был тогда по времени рост. Вот мы возьмем начало 20 год, 10.06, давай пик возьмем, да? 21, да? Значит, 1,5 года. Считай, 1,5 года постоянный рост идет. Представляешь? 1,5 года. То есть ты за это время, если в начале, конечно, после вот этого медвежьего цикла люди уже не верят в то, что будет рост, а тут уже приходит много людей, приклеивается к этому всему, что они уже перестают верить, что будет медвежий цикл, а большинство из них медвежьего цикла и не видели, такие как я, например, тогда. То есть, чтобы было понятно, уже весь рынок, он просто... Люди не знают, во что инвестировать. Ты во что не вкинь деньги, они просто множатся иксы, собственно. В общем, тут история произошла, что я пару сотен долларов потерял, это такое, на самом деле, просто понял, что скам какой-то, забил на это все. Потом начали вылазить истории больше, что начали люди зарабатывать на IDO. IDO – это стартовая площадка, где выходят новые токены, то есть ты покупаешь монеты этой стартовой площадки, и благодаря тому, что ты взял какую-то долю этих монет, вот ты на эту долю можешь купить какую-то часть от нового проекта, который выходит. И токены этих площадок, они находятся на максимальном пике как раз-таки вот в эти периоды, где-то под конец бычьего цикла. То есть это середина, конец бычьего цикла, и тогда они вырастают на максимум, то есть они там делают реально там 100 иксов, чтобы было понимание, если там в период медвежьего цикла такие монеты могут стоить там 4, там 1 цент, 2 цента, то в бычий цикл они $1, 2, 3 доллара могут стоить, то есть там рост существенный. Вот. Соответственно, когда ты на бычьем цикле покупаешь эти монеты, то когда идет спад, то есть идет медвежий цикл, они обесцениваются в сотни раз.
понятно, да? Вот это мой второй был опыт, когда я взял токены, тогда было это Solanium, я купил, значит, буквально на долларов 300 монет для того, чтобы мне было базовый уровень, чтобы было получить. Где-то так это было, да. Я взял это, потом тогда уже NFT, они уже отстрелялись. То есть они уже были пик, максимальный там пик. Я благодаря тому, что вот участвовал в этом IDO-проекте, тогда выходил, я не помню, как называлась, у меня до сих пор эта NFT-шка есть, я ее купил за $100, она сейчас стоит пару долларов. Вот, то есть я поучаствовал в этом лаунчпаде, в этом IDO-проекте поучаствовал, и вот взял эту NFT-шку, которая обесценилась. В общем, я там тоже где-то до $1000 потерял в общей сложности. Но благодаря тому, что я тогда вошел в IDO, да, вот увидел, что это работает, я понял, что на медвежьем цикле, когда я увидел, что эти проекты, токены обесценились, я хорошо их набрал. То есть это уже про позитив, да, то есть я благодаря тому, что вот тут увидел, как они высоко растут, я вот здесь понабирал такие проекты стоящие, которые сейчас уже сделали там по 20, 30, 40 иксов уже на сегодняшний день, а дальше они будут только расти. Ну вот, я тут про потери сейчас говорю, да, я тут тоже потерял. Давай расскажу тебе про ощущения. Когда ты теряешь... Когда ты теряешь там, где все вокруг говорят, что тут сейчас будет заработок, это странно, раз. Второе, это всегда объясняется очень легко. Так а смысл тебе, почему ты сейчас заходишь, надо было заходить раньше. И такие истории на бычьем цикле, они постоянно. Тебе куда ты не сунешься, так как ты новый участник этого рынка, это и не только в этом рынке, это и в рынке акций, везде абсолютно. Куда ты не сунешься, тебе говорят, так поздно уже, раньше ж надо было. Ты за этот рынок буквально месяца 2, 3, 4, там, полгода назад узнал, как раз пик этого рынка, да, тебе постоянно говорят, куда ты не сунешься, не туда, и ты реально не понимаешь, что происходит. Я помню, я сижу там по разным сообществам, по разным группам, пытаюсь понять, как это все работает, функционирует. Для меня эти все люди, которые там на пару месяцев больше меня находятся, но больше уверенности, да, от них исходит. И кажется, что они там веками в этом всем, хотя сами ничего толком вообще не понимают, просто покупают, потому что могут. Все заскамились. Вот такого, кто заработал? Заработал тот, кто вот тут, как я показал, да, вот тут на медвежьем периоде все закупает. Вот, собственно, мы сейчас находимся, тем не менее, хоть мы уже и отросли, да, это по биткоину мы отросли. Многие альткоины, такие на сегодняшний день, такие как Атом, Космос, такие как Polkadot, толком еще не отросли, Тон, токен Телеграма. Ну, собственно, это такие основные, которые еще не поотрастали. Эфир будет еще расти, да и биткоин будет тоже расти. Много монет еще не отросло. Ну ладно, это уже тема для другого видео. В общем, потерял я на IDO-шке тоже какую-то сумму потерял, до $1000, но это было уже для меня существенно. И наступает потом период, вообще, представляешь, ты каждый раз смотришь, а оно все падает и падает и падает и падает. Но тут еще основной потери у меня не было. Основная потеря у меня произошла, это я все еще не разбираюсь в этом всем, это все еще я следую вот этому общему движению, что, ну, как скажем, весь рынок говорит, надо покупать, значит, покупаем. Вот тут я очень хорошо, что все это прошел, потому что я теперь понимаю, как это работает. Степан начался. Степан, и кто не сталкивался с этим, это NFT-кроссовки. Ты, значит, покупаешь кроссовки эти и ходишь. Не в кроссовках, это все в телефоне, в приложении. И просто на тот момент эти были NFT-шки, стоили по несколько тысяч долларов. Я первые купил за 2 там чем-то тысяч долларов, вторые тоже там... Ага, да, подожди. Первые были кроссы 20 чем-то, 28 Solana, а Solana тогда была долларов 100 с чем-то. Вот так. В общем, я сделал мини-ферму себе за 5000 долларов где-то. И
Начал я вот ходить в степане. В общем, по итогу все нормально. Но в моменте я потерял там. То есть, потому что я покупал, потом оно падало, обваливалось. Очень большой плюс сыграло то, что я заходил на свои деньги. То есть деньги, которые я заработал, это были не заемные деньги. Я знаю, очень многие пошли кредиты брать, долги и тому подобное, и потеряли на этом все. Я, получается, был на своих деньгах. Я тогда... ну, это, знаешь, такое погоня, как тебе объяснить, постоянно падает. То есть ты покупаешь за $2000, завтра оно 1500. Потом ты докупаешь, оно $1000. Докупаешь, оно $800. Докупаешь. Сейчас те кроссовки по 30, по $40, чтобы было понятно. Тогда был хайп неимоверный по отношению к этому. Это что-то новое. Все думали, все будут ходить теперь в этих кроссовках. Это же, ну, представь, ты одеваешь, ходишь с этим приложением, буквально за одну прогулку зарабатываешь $100-200. Понимаешь? То есть просто переворот происходит в голове. И я зашел тогда, когда нужно было оттуда выходить. Ну, соответственно, я где-то до последнего уже доходил до того, что уже наступила зима, и я понял, что если я сейчас оттуда не выйду, то я потеряю там все. В общем, я вышел, совокупно я где-то фиксанул там порядка под $10 000 убытка в общей сложности. То есть, ну, каждый месяц там по 1000, по 1500, по 2 докидывал, вот. Но спойлер на будущее, скажу, что я денег, которые удалось мне оттуда все-таки вовремя выйти, если это можно назвать вовремя, я взял эти там пару тысяч долларов, которые были, я инвестировал в другой проект, и на сегодняшний день он принес в разы больше, чем, ну, то есть я реально поотбивал и все, что потерял, и в 2-3 раза больше реально заработал. Вот. То есть и это все к тому, что я тогда уже начал разбираться, начал понимать, как это работает, начал изучать информацию, психологию, начал анализировать, что со мной не так, потому что куда ты ни посмотришь, у всех все растет, а у тебя одного не растет. И это больно. Это больно, это тяжело, это непонятно, тем более я из бизнеса. А бизнес и инвестиции, лучше их не переплетать, потому что в бизнесе ты должен действовать постоянно, да, реализовывать что-то. В инвестициях надо сидеть, ждать. Зашел в проект, ждешь, зашел в проект, докупил, да. Вот. То есть другой подход, другое мышление, чему я, собственно, и учу на этом канале. Рассказываю, как это, собственно, на моем опыте происходило. У меня со степана осталось, благодаря тому, что я не вышел, вот я тебе расскажу за вот это вот IDO, Solanium, да, благодаря тому, что я тогда не вышел, на вот этой просадке, на медвежьем цикле, монета спускалась с там $1 с чем-то до 3-4 центов. Я там на пару тысяч долларов докупился по вот эти 3-4 центов в районе. И сейчас она стоит порядка 26 центов. То есть я в общей сложности в большой прибыли на сегодняшний день. По этому проекту, потому что я понял, как это работает, как это функционирует. Плюс, как я уже сказал, другие проекты IDO я понабирал как раз вот на этой просадке. Сейчас уже тех цен нету, по которым я брал, и уже и не будет. Уже, собственно, я буду до максимального бычьего цикла, там я буду уже непосредственно, скорее всего, просто продавать их. Не скорее всего, а точно буду продавать токены этих площадок, скорее всего, не участвуя в лаунчпадах. Ну, посмотрим, все будет зависеть от ситуации на рынке, может, в некоторых и буду участвовать. То уже другая история, то уже дальше я буду об этом всем рассказывать, дальше снимать. Вот, в общей сложности, но тут не это интересно, да, это можно посвятить этому отдельное видео, как я вышел из этой всей ситуации, но самое интересное это момент, когда оно все падает, то есть вот тут момент самое интересное, когда во все проекты, которые я позаходил, они поскамились или там максимальные убытки. Все, что не покупаешь, оно падает. Самое сложное мне было находиться вот в этой просадке. Вот в этой, друзья. Видите? То есть, ну вот, по сути, начиная вот отсюда, вот такая вот
ситуация. То есть ты постоянно, все, что ты не покупаешь, оно падает. Все, ты покупаешь, падает, покупаешь, падает. Чтобы было понятно, я в какой-то момент, когда я смотрю, что у меня портфель стоит на месте, я думаю, вот это я собрал то, что нужно. То есть, когда все падает, у меня просто стоит на месте, и это было для меня ничего себе. Ну, в целом, это по рынку так. Когда у всех все падает, а у тебя стоит все на одном месте, значит, ты собрал те активы, в которых умный капитал, скажем так. Вот. Вот этот момент, как не сломаться, когда ты теряешь, и разобраться, что, как это все работает. Вот это самое главное. Ну, по психологии, друзья, это все на сегодняшний день для меня просто. У нас есть рост, у нас есть падение, у нас есть снова рост, у нас есть падение и коррекция, да, после коррекции опять какой-то рост и так далее. И самое главное, не вестись на мнение толпы. Толпа всегда эта толпа, она мыслит так, чтобы на ней можно было заработать. Понимаешь? Не входи в проекты, которые переоценены. Сколько бы они там ни стоили, чего бы они там ни сулили, имей в виду, что если он переоценен, значит, там уже большая вероятность тебе потерять. Входить нужно туда, где есть большой потенциал роста. На сегодняшний день таких проектов очень много по рынку еще, но когда ты находишься на вершине бычьего цикла, да, то в такой момент ты понимаешь, что куда ты ни посмотришь, все везде переоценено. Но в таком случае накапливай кэш, иди в другие рынки, в акции. Вот в этот момент, когда вот будет переоценено, я по определенным проектам буду выходить из криптовалюты в облигации, с облигаций переливаться в акции, с акций переливаться в недвижимость, с недвижимости переливаться с арендной недвижимости и с арендной земли я буду переливаться в облигации, а там буду смотреть, то есть с облигацией в акции, потом уже будет следующий цикл, может там с облигацией в криптовалюту, то есть дальше будет уже понятно. Но вот здесь очень важно, что бы ты ни делал, вот смотри, вот смотрим мы ситуацию, что бы ты ни делал, что бы ты ни покупал, ты все равно будешь падать. Тенденция рынка такова, что будет все равно падение, падать, и тут теряешь. Для меня на тот момент потерять 1 миллион – это очень много. И сейчас это много, но тогда это все было. Тогда это было все. Тогда я еще, собственно, я еще в руках как таковых, вот именно заработанных, отложенных, не то, что бизнес заработал, да, и он там реинвестировался в продукты, я имею в виду в товар, да, а то, что вот так прям ты заработал деньги и где-то их потерял, у меня такого вообще не было никогда. Я понял, что либо я беру и здесь начинаю разбираться, либо я выхожу навсегда и забываю об этом всем. Но мысль о том, что я буду понимать, что есть где-то место, в котором я не разобрался, меня просто не устраивало, потому что я понимал, что здесь люди зарабатывают. Я понял со временем, что деньги – это одно, а вот время – это абсолютно другое. То есть время имеется в виду, что если на бычьем цикле ты никак не купишь биткоин там по 16 тысяч долларов, да, который стоит сейчас там 60 или 50 тысяч долларов, ты не можешь вернуть никак обратно, какими деньгами ты не обладал. Ты время вспять не можешь вернуть, понимаешь? А если твои инвестиции плюс время, и это мы направляем все в активы, которые мы непосредственно верим, и в которые уже проанализировали и понимаем, вот тут мы и получаем максимальный рост наших капиталов. Деньги, время, активы. Друзья, очень важно, это очень важно. Если ты сейчас это поймешь, это все. Вот если бы я тогда взял по 69 тысяч долларов максимум по рынку, вот прям максимум, то на сегодняшний день я бы усреднял бы все это время. У меня была там средняя цена, наверное, 30 тысяч долларов, может быть меньше даже, в зависимости от того, как бы это все докупал. Но тут самое важное, друзья, самое важное, я же тогда продал. И так продали все. Я имею в виду масса, да, к которым я себя приравниваю. Масса продалась и вышла. Все.
И в следующий раз она зайдет уже на следующих хаях в надежде, что там что-то или новые поприходят. И новые, и старые, в общем, будет микс. Если бы я тогда по 69 купил бы, и я бы сейчас бы уже был бы либо в меньшем минусе, и дождался бы вот в ближайшем будущем, относительно ближайшем, будет и перехай 69 тысяч долларов, будет плюс. Это я к тому, что время оно работает. Так вот, очень важно, это я к чему подвожу все. В наше время формула богатства звучит так. Друзья, актив, деньги, приумноженный актив. Это что означает? Это означает, что тогда я вкладывал деньги, которые падают в ценность на которых постоянно падает, они обесцениваются. Но я купил бы в тот момент активы, на которых в перспективе цена растет. Понимаешь? То есть актив мы переливаем в деньги, а с денег покупаем еще больше актив. Чтобы было понятно, что актив мы купили за 50 тысяч долларов, потом продали его по 100 тысяч долларов и купили на эти 100 тысяч долларов снова еще больше других активов. Либо тех же активов, которые там упали в цене, когда биткоин там тот же падал на низ, да? То есть мы купили еще больше активов на 100 тысяч долларов. Понимаешь? Вот. И, собственно, эта формула дальше, она зацикливается. Дальше мы приумноженный актив наш вновь вводим в деньги, а с денег переводим. То есть мы в деньги просто используем как возможность за них купить, были бы камни, не деньги, что-то другое, за них купить актив, который растет в ценности. И мы уже покупаем вновь там приумноженный наш актив. Богатые люди в 21 веке хранят свои богатства в активах, в ликвидной недвижимости, в криптовалюте, в фондовом рынке, в акциях, понимаешь? В землях ликвидных, очень важно в ликвидных, то, что они могут сейчас взять и продать. То, что ты можешь продать, скажем, есть там квартира где-то на окраине, ты ее покупай, если она нужна тебе, для жизни. Тебе нужно, скажем так, собрать капитал, нужно где-то жить, чтобы меньше тратить на квартиры, больше аккумулировать. В таком случае покупай, какая будет тебя устраивать. Но если ты покупаешь недвижимость для бизнеса, для непосредственно как инвестиция, то покупай где-то ликвидную недвижимость, пусть и дорогую, она будет расти в цене с доступом к транспорту, к метро, там, в центре и тому подобное и так далее. На окраине ты будешь всегда терять с ней. Там, за квартплата будет низкая. В общем, это будет гемор, это проблема, это не то, это не актив. Это пассив, наоборот, тот, который будет забирать средства. Но если, опять же, на окраине ты находишь такую квартиру, которая будет генерить тебе достаточно дохода, чтобы зарабатывать и реинвестировать, класс, нормальная тема. Просто чтобы было понимание. В ликвидности, там, где есть ликвидность, там хранятся богатства в наше время. К примеру, раньше ценность была золото когда-то. Когда-то деньги было. Люди пытались выйти в кэш, в золото и так далее. А сейчас поменялась ситуация. Сейчас деньги печатаются, деньги обесцениваются, инфляция съедает. Ведь у инвестора какая первостепенная задача? Победить в первую очередь инфляцию. Это в первую очередь. Это самый главный враг наш, как инвесторов. Это инфляция. Следующий этап уже, если ты нашел место, где ты можешь пересидеть, как, например, дефляционные облигации казначейские Америки, да, которых ты можешь пересидеть, не теряя в ценности. Ты покупаешь, да, и там они покрывают инфляцию, то в таком случае ты можешь пересидеть любой медвежий цикл, любой там бычий цикл в активах, которые не обесцениваются, и дождаться, опять же, на том же медвежьем цикле, когда все попадает, и прежде чем пойдет в рост, ты в этот момент можешь откупить это все, выйдя там с облигаций, да, пойдя там в криптовалюту, пойдя там в акции и так далее. Вот, понимаешь? То есть инфляцию мы побеждаем,
когда находим активы, в которых мы сохраняем свои деньги. Если мы просто положим $100, и они через год, они обесценятся, они будут в ценности, скажем, там, $95, понимаешь, ценности будет. То есть ты купить сможешь на них, там, если iPhone там стоит $1000, то в следующем году ты уже тот же iPhone за $1000 не купишь. Тебе надо будет там $1050 за него отдавать. Понимаешь, о чем я говорю? Вот. Победив инфляцию, вот, уже следующим этапом, это первостепенная задача инвестора, победить инфляцию. Следующая задача – это и не потерять деньги. И ты уже размышляешь, думаешь, так, если я инвестирую в криптовалюту, значит, надо диверсифицироваться, нужно там биткоин, эфир, другие альткоины. Я постоянно тебе об этом говорю, чтобы у тебя в голове откладывалось, что нужна диверсификация рисков. И когда ты инвестируешь чисто в один актив, допустим, чисто в одну криптовалюту, то эта криптовалюта рано или поздно начнет падать в цене, в ценности. Если у тебя нету горизонта планирования, допустим, там биткоин, скажем, берешь всю жизнь, или там S&P 500 индекс, да, покупаешь всю свою жизнь, то горизонт, ты непобедим на такой дистанции, потому что, да, будут тут и рост, и падение, но ты будешь падение откупать, на росте ты будешь больше в облигации вкладываться, чем в акции или в ту же самую крипту, да, или с роста будешь переливаться в те же защитные какие-то активы, то на такой дистанции вообще не важно, какие там будут циклы и сколько они будут длиться, потому что ты не ограничен во времени. А если ты ограничен во времени, вот представь себе ситуацию просто, чтобы, если вот то, о чем я рассказал, если бы я брал заемные деньги, то, что я потерял, я бы, наверное, поддавал бы сейчас деньги эти все, потому что я же понимаю, как работают долги. Долги работают таким образом, что это не просто... Ты знаешь, там, ты растешь, развиваешься, а долги тебя как бы стимулируют, мотивируют. В большинстве случаев наоборот происходит. Чем больше долгов, тем больше человек закрывает для себя возможностей, шансов где-то что-то выиграть, где-то что-то запустить, какой-то процесс, проект, где-то какой-то навык приобрести. Его начинает давить, прибивать, появляется в жизни алкоголь, наркотики и так далее. Просто представь, на вот этом всем падении я где-то занимаю, я говорю, сейчас отдам, и это длится, почти 2 года. Представляешь, что происходит? И никто не будет 2 года ждать. В какой-то момент просят меня, чтобы я отдал деньги. Я буду искать варианты отдавать деньги, буду продавать то, что не нужно продавать, или то, что буду продавать с дисконтом. И вот таким образом и появляются долговые ямы. Из прошлого бычьего цикла таких долговых ям, я уверен, себе люди нарыли очень-очень много. Так работает рынок. Один человек, который на рынке выигрывает, его кормят 10 других, которые приносят эти деньги ему. Это же рынок не по производству денег, это рынок перераспределения. То есть я пришел, отдал свои деньги для того, чтобы кто-то заработал свои иксы на прошлом бычьем цикле. Понимаешь? Вот так это работает. Вот теперь это становится мне понятно. Если бы я благодарен тому, что я попал как раз, увидел бычий цикл, увидел падение этого бычьего цикла, я тогда саккумулировался, понял, что нужно срочно зарабатывать деньги, нужно накапливаться, не нужно ждать рынка, и нужно откупать все вот это дно, и я, по сути, все это дно откупал. Все время это дно откупал. У меня был период, когда я накопил такую для меня критически уже, скажем, я перешел барьер критически важной суммы для меня, и для меня стало уже стрёмно больше инвестировать, чем ту сумму, которую я уже вложил в рынок. Я тогда переключился на землю. Я пошел инвестировать в землю, собрал банк земельный себе и стал лендлордом параллельно, соответственно, и пошел обратно в рынок крипты. Рынок, еще медвежий не закончился, но до сих пор, уже мы вышли, уже мы в преддверии бычьего цикла, еще, если понимать, то еще достаточно хороших, крутых проектов, в которых можно проинвестировать, и это будет, ты не будешь переплачивать за эти, как я тебе привел пример, это как один из Космос Атом, это Polkadot, это
тон, которые еще не показали свой рост. Да, он у них не будет там сверхмасштабный рост, потому что капитализация большая, но, тем не менее, это такие, скажем, защитные активы, в которых я в том числе находился в период роста, в период медвежьего цикла. Вот, это такие, скажем, всегда важно в портфеле иметь такие какие-то фундаментальные монеты, это фундаментальные проекты, если мы не учитываем там биткоин и эфир. Безусловно, что тоже должно быть в портфеле. И вот это все падение я потом пошел откупать благодаря тому, что получил тот опыт. Это я к тому, друзья, говорю, что этот опыт, если мы его прорабатываем, он начинает работать на нас, а не против нас. Если бы я его не проработал, если бы в конечном счете оказалось, что выводов я не сделал, я бы потерял бы все. Ну, потому что это так рынок работает. Я бы потерял все, либо поставил клеймо на том, что, значит, рынок – это казино. Я записывал видео о 12 мифах инвестиционных, которые рекомендую тебе посмотреть. Там как раз есть и про казино, и про гадание на Луну, по картам, во что инвестировать и так далее. Это такие основные мифы, в которые верил и я сам. То есть мне чем сейчас легко, то, что я помню себя еще буквально там пару лет тому назад. Понимаешь, вот в чем дело. Потому что я знаю, как это происходит там через 5-10 лет, ты уже по-другому мыслишь, и, может, какие-то затираются моменты, и тебе кажется, что ты не мог ты таких ошибок допускать, поэтому, собственно, я это и записываю для того, чтобы самому не терять кровь. Мне это неприятно было сейчас вспоминать. Ну как неприятно? Я проработал, в целом мне уже норм это, но, тем не менее, знаешь, все-таки хочется говорить про иксы, про заработок, про то, как мы зарабатываем, потому что мы же все должны быть умные, и мы ошибок не допускаем и так далее. Ну, собственно, это такой мой подход к жизни, поэтому есть и YouTube-канал «Дневник утра», где я про вредные привычки рассказываю, и, собственно, вот этот дневник активов – это уже следующий этап после «Дневник утра», «Дневник активов», следующий этап – это уже про финансы, потому что я сторонник того, что такие вопросы глобальные, как, значит, финансы, вредные привычки, эти вопросы надо решать один раз и навсегда. То есть, скажем, по финансам я уверен, что я знаю, что следует собрать критическую сумму, которую я сейчас стремлюсь собрать для того, чтобы получать пассивный доход от этого всего. Накопить в разных активах, чтобы потом тебя это обеспечивало, и больше не думать, чтобы это удовлетворяло базовые потребности, в первую очередь, а потом эти базовые потребности повышать по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, скажем, тебе сейчас нужно там 20 тысяч в месяц. Вот тебе необходимо плюс-минус, давай так, если тебе нужно $2000 в месяц зарабатывать с пассивного дохода, плюс-минус тебе нужно $200 тысяч в инвестиции. Если $1000, соответственно, плюс-минус $100 тысяч. Это очень грубо, это, так скажем, но, тем не менее, это примерно так, это нормальные цифры. С этого можно что-то сделать. Когда у тебя есть $100 тысяч, скажем, там в фондовом рынке $200 тысяч, то ты плюс-минус можешь на это рассчитывать. Не каждый год, но где-то больше, где-то меньше, но в разрезе 10 лет примерно так будет. Вот я за это и говорю, что моя цель показать, опять же, этим каналам, как я прихожу к тому, что ты закрываешь свои базовые потребности для того, чтобы следовать дальше. Как вредные привычки. Убрать там что-то, алкоголь, наркотики или еще что-то. Ты раз убираешь, и больше к этому не касаешься. Также и с финансами. Я не хочу лично, и почему над этим сейчас и работаю, не хочу каждый раз, каждый месяц постоянно заниматься одним и тем же. Зарабатывать деньги на то, чтобы удовлетворить свои потребности, таким, я имею в виду, ходить на работу и так далее. Я, если что, не работаю уже с 18 лет. Вот я с 18 до 30 лет это еще занимался бизнесом. С 30 лет я уже непосредственно, можно сказать, живу больше с пассивного дохода. Но, тем не менее, дальше я стараюсь повышать свой уровень дохода, уровень жизни, для того, чтобы не заниматься постоянным решением одной и той же проблемы, удовлетворения своих базовых потребностей. В общем, это все реально, друзья. И циклы, вот эти, которые мы переживаем в финансах, они нам помогают. Если мы правильно все делаем, правильно это инвестируем, ходлим, то есть инвестировали, положили и забыли. На какой-то период докладываем, да, вот, собственно, наш жизненный цикл как инвестора. Есть определенные циклы, скажем так, да, и вот нам нужно с каждого цикла финансового
где вот есть рост, потом есть падение, где опять рост, потом падение и так далее, чтобы вот с этих вот хаев, да, мы забирали свое, покупали вот здесь, старались, вот, покупали вот здесь. Да, собственно, ну, по моему подходу, то мы покупаем все время. Покупаем и на падении покупаем, и на росте покупаем. Мы накапливаем богатство, мы выбираем для себя оптимальные такие активы, в которые верим в разрезе 20, 30 лет, 10, 5 лет, в зависимости от направления. В крипте это одни цифры, в фондовом рынке другие, в недвижимости третьи. Вот, мы это все накапливаем и в какой-то момент достигаем критическую сумму, которая способна обеспечить нашу жизнь. И, ну, дальше, собственно, с каждого цикла у нас есть возможность забирать свой профит. Вот так. Забрали профит, отнесли его в акции, облигации, в защитные активы, в облигации, в недвижимость, досидели, господи, рисую, красота. Главное, чтобы ты понимал, досидели до следующего цикла, взяли эти деньги, взяли этот кэш, скупили дешево активы и пошли дальше ждать своих цен. Друзья, давайте подытожим. В краткосрочной перспективе мы себя переоцениваем. В долгосрочной перспективе недооцениваем. То есть, что имеется в виду? На долгосрок мы заработаем в разы больше, чем мы думаем. В краткосрок в разы меньше, чем предполагаем. Это так, это нормально, и приходят в рынок и зарабатывают здесь те, кто приходят сюда с деньгами, не за деньгами. Вот так. И это когда у тебя уже есть деньги, думаешь, так зачем мне эти деньги нужны в таком случае? Зарабатывать еще больше, если у меня уже есть. Ну, друзья, тут в данном случае улучшать свое качество жизни, больше свободы никогда не бывает. Поэтому в данном случае на дистанции мы побеждаем. Ни в коем случае не игнорируем свой предыдущий опыт. Превращаем свои ошибки в опыт. Если мы их проигнорировали, значит, это ошибка. Если мы проработали, это опыт. Опыт тот, который тебя укрепляет. Для инвестора очень важно иметь опыт свой. Опыт, на который он дальше опирается. Не живет по сигналам каналов каких-то, потому что ему сегодня дали какой-то сигнал, он заработал. А ты живешь пониманием, где ты находишься, понимаешь? Ты понимаешь, какие активы ты накапливаешь. Друзья, подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Там я как раз сейчас работаю над продуктом «Дневник активов». Это будет сообщество, в котором я буду непосредственно делиться своими активами, чтобы было понятно, во что я сам инвестирую. И я непосредственно сделаю несколько направлений для тех, кто хочет в рынок войти и забыть об этом, для тех, кто больше хочет быть активным в рынке. Собственно, подписывайся, я уверен, что будет тебе это полезно. Наша дистанция с вами 20-30 лет в инвестициях. В некоторых направлениях чуть меньше, в некоторых больше, но на дистанции мы с вами точно соберем свои капиталы, и я хочу сказать, что в разы быстрее, чем думаем, да, но в то же время не нужно делать каких-то, знаешь, там сверх каких-то целей себе ставить для того, чтобы там срочно чего-то достигнуть. Сильно хочешь, мало получишь, это точно закон, это факт, это оно работает. Нужно медленно, спокойно, набирая позиции, не врываясь в это все инфополе, где там будут расшатывать твою нервную систему, вызывать чувство фома и так далее и тому подобное. Рынки работают, они были до нас, они есть сейчас, они будут после нас, и ничего толком не поменялось. Да, конечно, они не повторяются, но рынки рифмуются. Знаешь, прошлое, оно рифмуется. То есть примерно плюс-минус может то же самое быть, что и было раньше, но, собственно, имея опыт, мы уже знаем, как с этим работать. Друзья, на сегодня достаточно. Все молодцы. Опыт наш – это друг, мы его приобретаем и все наши ошибки превращаем в опыт. Ошибок у нас нет, друзья. Есть непроработанные просто ситуации, которые следует превращать в опыт. До связи!